Вот, ребят, проверяем, потому что кто-то написал, что могут быть резиновые чопики там стоять по технологии, да? Мне сказали. И сказали, проверьте, жесткие они у вас или нет. Они из чего-то жесткого. То есть стекло, когда ты его... все, убирай, Мишань. Стекло, когда ты его бросаешь, имеет массу. Оно, продолжает двигаться. И вот этот чопик самый первый вышел наружу, и на этом месте произошел раскол. То есть это точно косяк производителя. И этот косяк вылезет на многих вездеходах. Чуть сильнее попробуйте у себя, хлопните вот так вот дверью, и все, и у вас будет трещина. Всем привет! Собственно, не про стекло была речь, мы просто сейчас взяли и проверили, что же это такое. Резиновый ли это чопик из набора дорогого клея, или деревянная фигулька там, или, не знаю, пластиковая, которую сами вырезали и подложили сюда, не имея в наборе правильных резиновых заглушек. Сегодня я хотел бы рассказать вам о масляной ванне. В вездеходе Шреф Макс. Сейчас скину капот и посмотрим, что у нас там творится. Производитель заверяет, что масляная ванна, так называемая, достаточно герметична. И залив туда масло один раз, можно не переживать за цепь. Хотя я уже не раз встречаю вездеходы, в которых масляная ванна — это зло, которое обещает быть герметичным, но масло из него выливается. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот наша масляная ванна. И вот что творится, в принципе, под сланями. Ну, там уже ладно, там уже все привыкли, что там у нас море разливанное грязи. И это ладно, это мы еще переделали у себя систему смазки. И у нас сейчас буквально чуть-чуть, ровно столько нужно, сколько нужно для смазки, поступает сюда масло. У тех же, у кого заводская смазка работает, они нажимают кнопку и не знают, вообще течет у них масло на цепи или нет, на длинные. Либо если оно течет, то его вытекает очень много, и тут лужи прямо. Ну вот примерно как вот под масляной ванной, видите? Кстати, по сертификации вездехода должно быть исключено каплеобразование в моторном отсеке горюче-смазочных материалов, масел и прочих вещей. Каплеобразование. У нас тут, сами видите, что происходит. Это пожароопасно, наверное. Как сертифицировали вездеход? В общем-то, видите, из-за непродуманности системы вентиляции моторного отсека в моторный отсек тянуло воду. И вот морская вода теперь осела налетом везде. Это можно, конечно, очистить, но мы просто не очищаем. Смысл какой? На проходимость это не влияет. И, в принципе, машина будет и дальше ходить и жить. И нормально с ней все будет. Но, тем не менее, это неприятно. Вся вода набирается в лодку. Мы это, конечно, у себя устранили, но вот завод не торопится это делать и говорит, что эта машина готова к продажам. На самом деле это не так. Открываются новые и новые чудеса. Собственно, ой-ой, как же близко, как близко стоит мотор и вот ванна масляная, как близко стоит к мотору. Мне кажется, там даже удар происходит. Надо, кстати, будет заснять это. Смотрите, вот я о чем говорю. Видите, расстояние от масляной ванны до мотора тут минимальное вообще. Видите, все в масле. И вот, скорее всего, оно уже там разбито, эта масляная ванна. Потому как там постоянно вибрации, а при заводке приглушения это там получается сантиметр-полтора где-то гуляние мотора на подушках. И вот происходит такая вот ситуация. Видите, все в масле. Скорее всего, уже подразбита масляная ванна. Посмотрите, здесь есть сапун. Видите, вот сапун стоит. Вот он. Это не издевательство. А, вот, кстати, валенок. Войлочная набивка на валу. Видите, это 21 век. В масле все. Масло вытекает, за ним надо следить, причем еще хуже, чем за смазками. Это, не проверить. А чуть больше перельешь, у тебя вообще все будет залито маслом. Ну, все в масле. То есть, это масляная ванна называется. Вон там тоже войлочная набивка.
Как на Волге 21-й. Вот я говорил про сапун. Видите, сапун стоит. Нафига тут сапун, когда тут дыры, вот. Просто дыры, посмотрите. Смотрите. Ёлки-палки, 21 век реально. Вы сейчас можете сказать, что это трудно. Нужно конструкторское бюро, чтобы работало, думало и как-то это все вот исправляло. И Шер 5 лет уже идет к этому, и наконец-то у него появилась масляная ванна с валенком. Ребята, в нашей команде есть уже 2 вездехода, у которого нету цепи короткой и нету вот этой вот крестовины, которая разлетается. И нету предохранителя, который выходит из коробки за 8000 рублей, который, конечно же, а сейчас дороже, потому что продается все в сборе, это с крестовинами, который, конечно же, выгоден производителю, потому что, ну, он предохраняет коробку от разрушения. Как вам это? Легенда, да? Свои просчеты назвать предохранителем, который меняется 3 часа, из-за которого могут реально погибнуть люди. Что, в принципе, вы и увидели в походе на мыс Канин-Нос, когда машину Дмитрия засосала в няшу, и он сломал вал, и шел прилив. Машина не могла отлипнуть, и будь он один, была бы беда. Вот. А предохранитель меняться не хотел. Просто он очень такой сложный. В общем-то, вот такие вот. Так вот, у нас на одном кит-комплекте нету вообще короткой цепи. Есть еще один вездеход, где нету этих крестовин, и вал уже нормального качества, закаленный, а не как идет у производителя сыромятина, которую надо менять каждые 200 часов, даже если с ним ничего не произошло, потому что шлицы начинают уже загибаться просто-напросто. Фотографии у меня таких есть валов. Ну, собственно, вот история вам про масляную ванну. Ребят, пока я монтировал видео, пришли новые вводные. Официальная инструкция, дополнение к инструкции для владельцев Sherp Max, поэтому вам это будет полезная информация, в которой говорится, вот она сейчас у вас на экране, в которой говорится, что проверка уровня масла в масляной ванне должна производиться раз в 5 моточасов. А мы раньше цепь мазали реже. А сейчас надо все выгрузить, открыть капот, залезть вот сюда. Вот сюда. Найти болт. Где он там по схеме у нас? Вон там где-то внизу, вот за этим валом. Миш, а где болт-то? Смотри, в самом низу, ближе к перегородке. Ближе к перегородке. Не вижу, Миш. Не видно его. Ой, дай-ка. Зеркало в зипе, наверное, будет идти. Давай посмотрим. А вот, теперь вижу. Вы видите, ребят, вот он этот болт, есть. Есть. Теперь надо накинуть ключ зеркалом, открутить и вот так вот посмотреть, как-то соответствует ли уровень срезу болта там масла. У меня новое предложение. Пожалуйста, те, кто пишет инструкции, внесите корректировку. Я предлагаю более просто делать проверку уровня масла. Видите, на дне до хрена масла. Значит, надо долить в ванну. Все. Ребята, 21 век. В новой модели, 3-й по счету, появляется такая функция, как масляная ванна, о которой говорили уже. Жуков Гараж сделал ее герметичную на сальниках уже 2 года назад. До Шерпа только дошло. И то сделали вот эту вот валенковую ванну, которую надо проверять уровень масла, в которой надо проверять уровень масла раз в 5 моточасов. В ванне от Жуков Гаража мы проехали 160 моточасов и вообще в нее не заглядывали. Нет, конечно, заглядывали для того, чтобы посмотреть натяжку, цепи и прочие вещи, но масло не доливали туда, оно не текло оттуда просто-напросто. В общем-то, это прорыв. Это прорыв, я поздравляю. Сократить инспекционный интервал до 5 моточасов, это надо было умудриться. Сколько там у вас в КБ, говорите, работает персонала высокооплачиваемого? Увольте всех нафиг. Вы меня, ребята, извините, но это халтура. Халтура, которую вы испытываете на нас. Вы помните, как мы мазали просто цепь? Нажимаешь кнопку, загорелась лампочка. Отлично. Включил первую передачу, потянул рычаги на себя и поднял тросик, прижал кисточку.
Лампочка погасла, значит цепь смазалась. Нам не надо было вообще ничего разбирать, ничего инспектировать и проверять каждые 5 моточасов. Мы просто мазали цепь. Это прекрасная была система. Ее так и не реализовали. Сделали валенковую ванну. Сделали валенковую ванну и назвали это прорывом. Только вот ее прорывает. Да, вы скажете, ничего страшного, производитель научится делать это. И я не сомневаюсь, конечно же, научится. Он уже научился, ведь Жуков гараж такую ванну герметичную сделал 2 года назад. Только вы, владельцы Максов, купивших ванну с валенком, получите ли эту новую ванну, которую производитель и дилер Sharp Club уже предлагает для установки на все вездеходы за 280 тысяч рублей? Достанется ли вам эта ванна бесплатно? Вы же купили этот вездеход за те же самые деньги. А у вас ванна из валенка, ну, как и у меня, из которой течет масло. Я сомневаюсь, что вам ее заменят, сделают отзыв по всей стране на проданные вездеходы и заменят ее. Нет, ее заменят втихую и будут продавать, просто чтобы не обращались больше по гарантии и забыть про этот узел. Вот и все. А очень хочется, чтобы было по-другому. Чтобы за это не было стыдно. Кстати, Sharp Club, чтобы вы потом никому не говорили, что ванна герметичная, что с нее ничего не течет. И вообще я сам дырок в нее насверлил. Вот вам на память такое видео. Чтобы вы знали матчасть хотя бы. А то же у вас Макса нету, откуда вы его могли видеть? Все, ребята, всего хорошего. Я, конечно, еще продолжу данную линейку серий про вездеход Макс. Очень хочется, чтобы производитель обратил на это внимание, чтобы был отзыв машин, было исправление их, неважно, уже проданных или будущих, которые будут продавать. А тем, кто думает, покупать или нет, я думаю, через год это будет хорошая машина. И, кстати, через год будет хорошие альтернативы от тех, кто действительно понимает в вездеходах. И мы вам их обязательно покажем. Так что ждите, будьте в курсе, будьте с нами. Оставайтесь на канале. Да, и, ребят, не переживайте, Мишаня здесь. Мишаня делает... Всем привет. Мишаня усовершенствует свой, вот делает свой сварочный стол. Он делает это со стервенением. Вот к этой машине он не хочет вообще подходить почему-то. У него на него аллергия. Ноги болят. Ноги болят, уже там лазить. Коленки болят. И не переживайте, у нас будут и позитивные видосы, но вот это тоже надо показывать. Потому что хочется, чтобы производитель за эти деньги ставил сюда качественные фары, которые светят действительно, которые не надо менять. Чтобы не было вот этих вот трещин по корпусу, которые уже не исправить. И если их заварить, как вы говорите, завари и забудь, так она треснет вот здесь, треснет вот здесь. Какая разница? И я еще не смотрел, что у меня там еще где повело. Хотелось бы, чтобы вот эти окна открывались. Они открываются только в новой машине, в самом начале. Потом все это здесь забивается грязью, и их не открыть, не закрыть, не сдвинуть, ничего. Чтобы воздушный фильтр сосал воздух через фильтр, а не через все щели, которые у него есть. Много чего хочется рассказать производителю уже с канала, потому что то, что мы ему рассказывали все это время, когда мы приехали с мыса Канин-Нос, и в прочие времена, им не особо было интересно. Им не хотелось что-то менять, им не хотелось это делать, может быть, для нас, покупателей, в этой стране. Туда-то, за границу уходят лучшие машины. Они уже доточены, допилены. Я буду на нем ездить, покупать его пока никто не собирается. Так будем ездить, показывать, как оно, быть владельцем вездехода Sharp Max. Я хочу повторить, не вездехода Sharp, железного, на котором мы проехали 1350 моточасов, и который ездит до сих пор, и в принципе верой и правдой нам служил. Да, он косячил, да, были проблемы, но мы их показывали, оторванные ступицы, и замены коробок, и еще что-то, но это 1350 часов, а не эти 160, и когда машина уже идет по швам вся. Так что кто-то может гневаться, кто-то писать, переобулся, кто-то может поддерживать нас. Но, ребят, я хочу, чтобы она стала лучше. И она лучше станет. Только публичностью,
указанием вот этих вот косяков, я думаю, что можно исправить эту машину. И если производитель их будет исправлять, я буду видеть, что в команде моей происходят отзывы машин, они дорабатываются, доделываются, их исправляют. Я первый об этом скажу. У меня нет цели навредить Шерпу так, чтобы они вообще перестали продавать вездеходы. Мы добьемся, чтобы Шерп Макс стал нормальный, и пойдем своей дорогой. В вездеходном мире столько альтернативы, столько интересных вездеходов, с которыми можно, и главное, производители этих вездеходов хотят работать. Честно, откровенно, показывая не только плюсы своей машины, но и минусы, исправляя их. И они благодарны за то, что ты, ездя на этой машине, узнаешь ее недостатки и указываешь на них. Потому что на самом деле для завода это очень дорого. Поэтому, в принципе, все покупатели новых машин становятся испытателями. Хочется, чтобы было наоборот. Завод сам испытывал технику, а потом продавал нам. И мы получали удовольствие в походах, а не крутили болты и гайки и не нюхали мазуту. Всем пока, всего хорошего. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, что вы об этом думаете. Если вы не понимаете, что происходит с каналом, прочитайте описание и первый закрепленный комментарий. Я там коротко рассказываю о ситуации с производителем вездехода. Всего хорошего. До новых встреч. Оставайтесь с нами.